I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим динамические наушники от компании Ear Acoustic Audio стоимостью $289, и приходят они в средней по габаритам коробке с серебристым оформлением, где на лицевой части здесь имеется надпись «Серебряный ангел» и есть логотип компании, а здесь присутствует отметка рядом с моделью, про которую сегодня я вам расскажу в обзоре, а именно SPA High-End Max, то есть по сути это их флагман, что довольно интересно. Но технические характеристики здесь почему-то нигде не указаны, но я нашел их на официальном сайте компании. За звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 11 мм, чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 30 Ом. На раскачку наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Инструкция по использованию наушников. Два набора силиконовых амбушюр, одни более узкие, а другие более широкие. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Ну и стяжка для кабеля. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из металла с уникальным оформлением лицевой панели, где используется целая куча мелких страз, что придает им очень элегантный и уж точно запоминающийся вид. Причем обратите внимание, что на левом наушнике тут имеется логотип змеи, а на правом перечеркнутый глаз, который является уже логотипом компании. Ну а здесь имеется стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится довольно крупное акустическое отверстие, защищенное решеткой с очень необычным узором. Ну а здесь имеется надпись SPA, есть маркировка канала и указан серийный номер моего экземпляра. Но на внутренней части рядом со звуководом имеется небольшое отверстие для компенсации, а звуковод у этих наушников получился буквально оптимальный по длине, имеет диаметр 6 мм, получил четкий бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и защищен решеткой с еще одним необычным узором. Ну и сидят в ушах эти наушники довольно хорошо, поскольку анатомически они выполнены правильно, и поэтому проблем с посадкой и удобством тут никаких нет. И для длительного прослушивания, друзья, это прям то, что надо, так как тут и звукоизоляция отличная, и эффекта вакуума или драйвер флекса тут нет, что определенно многих порадует. Ну а также я вам сразу скажу, что прослушивал данные наушники с комплектным кабелем и амбушюрами Divinus. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Ear Acoustic SPA High-End Max, и эти наушники имеют усиление низких частот на 9 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины на 2,5 кГц идеально соответствует моему таргету, поэтому для меня эти наушники в этой области точно не звучат излишне энергично, да и высокие частоты тут в плане продолжительности для чисто динамических наушников довольно хороши. Да, они, конечно, не рекордные, но очень аккуратно затухают после 10 кГц, что абсолютно нормально и четко соответствует тюнингу по Harman. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках сразу дают нам понять, что они присутствуют здесь не просто для галочки, а проработаны с вниманием к текстуре и весу. Бас плотный, с ярко выраженной телесностью, он не давит на вас как-то грубо и ощущается основательно. Конечно, не на уровне убойных басхедных наушников, а с таким скорее мягким и как бы плавным напором, который реально хорошо чувствуется, так как собас в этих наушниках уходит очень глубоко, и он действительно доходит вот до тех самых нижних слоев диапазона, не теряя при этом своего контроля. И в нем есть не просто глубина, а вот это мощное ощущение давления, которое формирует для нас уже такую более объемную звуковую основу, особенно заметную на треках с затяжными синтами или электронными сложными басовыми партиями. Ну а вот мидбас — это уже отдельная история. Он панчевый, текстурный, тактильный, но не сухой. Удар упругий, довольно с четкой атакой, хорошо очерченной формой и, что важно, без затяжного послезвучия. И здесь чувствуется вот этот реальный
реально отличный баланс между скоростью и массой, так как бас здесь не уходит в какую-то там скучную вялость и не становится там излишне резким, как, например, в планарных наушниках. Он здесь достаточно быстрый, чтобы не замыливать там какие-то микродетали в миксе. Но и в то же время, ребята, он обладает очень плавным и естественным аккуратным затуханием, благодаря чему звучание не теряет вот этой своей правильной музыкальности. А тональный баланс в нижнем регистре здесь настроен действительно аккуратно. Бас не навязывается, не лезет вперед больше нужного и не отнимает пространство у середины, но при этом остается уверенным и вполне заметным даже на фоне каких-то ярких инструментов. Он чистый, он подается без гудения, без размытости и четко очерчен именно по краям и хорошо отделен от других диапазонов. При этом в его подаче чувствуется вот эта правильная прозрачность и структурность. Здесь слышны и слои, и фактура, и внутренняя проработка, а не просто какой-то там некий бум ради вау-эффекта. И в итоге, друзья, это именно тот тип низких частот, который дает нам необходимый вес и фундамент, не перегружая общую звуковую картину. И такой бас отлично подойдет как для плотных жанров, вроде хип-хопа или электронной музыки, так и для чего-то уже более живого, сложного и даже спокойного. Так как в своей подаче бас тут очень универсален, но со своим особенным динамическим напористым характером. Ну а средние частоты в SPA High-End Max сразу обращают на себя внимание, так как это не тот случай, когда середина находится где-то там между делом, и она здесь, ребята, реально подана с характером. Плотная, энергичная, с хорошей такой массой и телесностью. Вокалы звучат объемно и очень уверенно, особенно вот мужские, с такой, знаете, насыщенной подачей и такой едва легкой бархатной шероховатостью, которая как раз и добавляет больше нам реалистичности. Ну а женские голоса, в свою очередь, в своей подаче они чистые, воздушные, но при этом я отмечу, что они не уходят там в какую-то неприятную крикливость. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете, о чем я. И вот этот баланс между правильно поданной эмоцией и контролем здесь выдержан реально очень хорошо. Но что особенно приятно, так как это то, что вот в этой середине есть дерзость и драйв. То есть, подача средних частот тут точно не скучная. Особенно это сразу заметно уже после нейтральных и расслабленных по подаче наушников. И за счет небольшого выделения области верхней середины инструменты здесь не просто звучат там где-то на фоне отстраненно, а даже, знаете, будто бы играют в лицо, прям четко выйдя вперед по построению в звуковой сцене. Гитары подаются с характерным таким рычанием и хорошей атакой, а синтезаторы с подчеркнутой артикуляцией, ну а струнные с ощущением резонанса и телесности. Но при этом важно то, что звучание здесь не уходит в какую-то неприятную и утомительную агрессию. Да, общая энергетика и дерзость здесь определенно есть, но это проявляется именно в уверенности, в плотности и в очень смелой подаче деталей, что для динамических наушников довольно неожиданно. Да и разрешение и общая прозрачность в этом диапазоне находятся на хорошем уровне. Середина не перегружена, детали легко читаются, атаки, нюансы, микродинамика, все здесь остается на месте и даже в очень насыщенных треках. И при этом звучание, самое-то главное, остается цельным. То есть тут нету такого ощущения, что середина, так скажем, была разбита на куски ради детализации какой-то там, да. Все звучит в этих наушниках, так как это динамические наушники, цельно, слаженно и музыкально. И вот это уже для хороших динамических наушников, ребята, было максимально для меня ожидаемо. И в целом средние частоты в SPA High-End Max это тот самый редкий случай, когда удачно сочетается мужественная такая подача, отличная техничность и ярко выраженная эмоциональность, благодаря которой звук здесь не просто плотный и дерзкий, а он реально уверенно держит на себе внимание, обладает характером и хорошей внутренней энергией, и при этом подача остается достаточно прозрачной и без перегруза, с четким контролем над каждой деталью. И мне нравится, что средний частотный диапазон здесь задает такой, знаете, очень интересный тон. Он как будто бы не просто сопровождает, а словно ведет музыку вперед. И если вы любите, ребята, тяжелые жанры или плотный вокальный материал, то вы точно оцените этот уровень проработки и подачи. Тут есть и вес, и эмоция, и драйв, но все подано с умом. Но высокие частоты тут подаются с максимальным чувством меры и выверенным балансом. Они точно не стремятся здесь выделиться во что бы это им ни стало, не перетягивают на себя лишнее внимание, но и при этом обеспечивают вполне достойную детальность и проработку верха. Это тот случай, когда ВЧ не сыпят вам деталями в лицо, а очень как бы вежливо и аккуратно дополняют общую картину. Сдержанно, но точно. Тонально верх в этих наушниках точно был слегка притемнен, впрочем, это и видно было на графике, и это, знаете, работает им в плюс. Звучание на выходе получается очень комфортным, даже на долгих сессиях прослушивания, без намеков там на какую-то резкость или навязчивую яркость. То есть здесь
точно, ребята, нету какой-либо искусственной там звенящей добавленной вот этой искры и сибилянтов. Все подается в этих наушниках округло, гладко и очень аккуратно. Причем даже на треках с потенциально выраженными женскими вокалами или яркими тарелками. И где эти наушники прям сохраняют такое спокойствие, невозмутимость и деликатность, не проваливаясь при этом в какую-либо мутность. Так как высокие частоты в этих наушниках достаточно информативные и аналитичные, чтобы передавать вам различные мелкие нюансы, такие как там щелчки палочек по тарелкам, затухание, послезвучие и даже атмосферные текстуры в фоновых деталях. И все это здесь реально есть и от вас не прячется. Ну просто, ребята, оно подается без дополнительного лишнего акцентирования. И отмечу, что это точно не мониторная, сухая, скучная подача, а скорее теплая, слегка притемненная, с прицелом на плавную музыкальность и комфорт. Так что фанаты подобного тюнинга их точно оценят. И в итоге высокие частоты в SPA High-End Max это не про вау-эффект сразу с первых секунд, а про ту самую аккуратную проработку, которую начинаешь ценить только уже при длительном прослушивании. Детальность здесь есть, воздух есть, но все это подано очень бережно и грамотно, вообще без какой-либо утомительной яркости или резкости. Ну и конечно, звуковая сцена в SPA High-End Max ощущается комфортной, хорошо организованной и сбалансированной. Это не зажатое и узкое пространство, но и не размазанная сверхширокая арена. Здесь все, ребята, звучит ровно так, как нужно для увлекательного, но не утомительного прослушивания. Ширина сцены вполне приличная, инструменты расположены с нужной дистанцией друг от друга, не наваливаются на вас кучей, не сбиваются, так скажем, в кашу. Звучание в этих наушниках реально ощущается свободным. Есть естественный разлет, так скажем, по бокам, особенно заметный даже на каких-то насыщенных и детально сведенных треках. Но, ребята, как по мне, главное достоинство сцены в этих наушниках — это ее уют и четкость. Она не стремится вас впечатлить каким-то супер там размахом, а скорее предлагает такое очень организованное, хорошо структурированное звуковое пространство, в котором реально очень легко ориентироваться, так как разделение по планам здесь отличное, благодаря чему здесь инструменты не перекрывают друг друга и каждый четко занимает свое место, благодаря чему для вас создается уже такое отличное ощущение порядка, глубины и вовлеченности в материал. И в итоге звуковая сцена в SPA High-End Max не огромная по своему масштабу, но очень качественно выстроенная, собранная, уютная, с трехмерным ощущением и отличной организацией. И именно такой подход делает подачу не только техничной, но и по-настоящему музыкальной. Ты просто берешь, погружаешься в звучание и остаешься в нем надолго, без ощущения какой-либо усталости или давления на слух. Ну а вывод у меня получился таков. Ear Acoustic Audio SPA High-End Max это именно те динамические наушники, которые сразу с первого прослушивания цепляют вас своей мощной, напористой и в то же время очень собранной подачей. И в целом звучание у них не просто энергично, а оно реально оформлено с характером, с весом и явным эмоциональным посылом. Это та самая плотность и драйв, которые дарят удовольствие при прослушивании самой разной музыки, от тяжелых жанров до насыщенных инструментальных треков. При этом, ребята, все здесь звучит чисто, технично и без перегибов. Они не уходят в какую-то перегруженность, не давят на вас, не утомляют, а наоборот дают вам хорошее ощущение контроля и вовлеченности в материал. И как по мне, друзья, это реально отличный вариант для тех, кто ищет звуки не стерильную, скучную, сухую, нейтральную мониторность, а эмоцию, подачу и насыщенность. При этом без особых компромиссов, прозрачности и детальности. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.